العرب يلي حامي سوريا، الله حي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية. В ноябре 2013 года произошла агрессия боевиков против мирного города Адра. Это промышленный городок в 40 километрах от Дамаска с населением около 100 тысяч человек. В основном люди работают здесь на многочисленных частных фабриках. Причин для нападений на город у боевиков не было. Город не является стратегическим, здесь нет военных объектов, а почти все население работало на частный сектор. Поэтому эту атаку можно однозначно отнести к акту террора. Боевики напали как обычно, скрытно, под видом мирных жителей скопились в городе, затем ударили по блокпостам и дали возможность основной группировке занять город. По рассказам вырвавшихся жителей Адры, стало ясно, что в город вошло до 15 тысяч боевиков. Первыми объектами нападения и расправы стали полицейские участки, пожарные станции, хлебопекарни. Работников городской службы электроснабжения просто разрезали на части. Эти кадры сами говорят за себя. Люди бегут из города под защиту армейских подразделений. Люди не ждали боевиков и боятся их идеологии и судилищ. Ведь захватив город, боевики провозгласили новые законы, принялись устраивать судилища и убийства жителей. Они учинили расправу по религиозному принципу, социальному и за несоблюдение норм шариата. Для того, чтобы очистить дома и заставить жителей бежать, устраивались показательные казни. Дома нужны боевикам пустые для организации обороны. Людей убивали за работу в государственных организациях, в любых государственных учреждениях, школах, больницах, поликлиниках. Убивали, невзирая на должность, от уборщицы до директора. Многие жители убивали себя сами, чтобы не попасть в плен к террористам. Весь мир облетели кадры, как мирные жители бежали из города. Это был массовый исход людей. Женщины, дети, старики, инвалиды спасались бегством от расправ террористов. Чтобы иметь живой щит, боевики старались не выпускать всех и открывали огонь по бегущим людям. Армия готовит удар возмездия, и мы прибыли, чтобы задокументировать атаку на один из важных опорных пунктов боевиков. Справа Адра. Автомобилям надо здесь проноситься на большой скорости. Снайпера боевиков на дистанции в 500-700 метров и обстреливают статичные цели, поэтому остановка на дороге опасна. Это окраины Адры. О том, что армия выступает на стороне народа, говорит и вот эта радостная встреча танков сирийско-арабской армии мирными жителями. Дети не бегут от танков, родители не прячут детей от армии. У всех появляется надежда с приходом военных. Все понимают, армейские подразделения прибыли сюда, чтобы восстановить порядок и закон. Эти дома уже были отбиты у боевиков. Мирные кварталы остались в 200 метрах позади. Сейчас мастерство механиков-водителей выходит на первое место. Надо провести танки сквозь узкие улочки и не повредить строение. Левая сторона этого проулка периодически простреливается снайперами боевиков, и надо держаться за броней. Сейчас начинаются рутинные приготовления перед началом операции по очистке города от террористов. У всех приподнятое настроение и спокойное ожидание боя.
На днях состоится операция по захвату опорного пункта боевиков в местной школе. Завтра мы идем на разведку. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Адра.